Здравствуйте, поклонники Тэхёна. Добро пожаловать снова на канал BTS Army, потому что то, что вы собираетесь увидеть сегодня, это не просто новости из мира кей-поп, не пустая похвала и не контент, который можно найти на любом другом канале. В декабре 2025 года одно заявление известного корейского пластического хирурга потрясло глобальные визуальные стандарты, и имя Ким Тэхёна из BTS вновь оказалось в центре мировых споров. Им восхищаются, его обсуждают, и для многих эта реальность оказалась слишком трудной для принятия. В этом видео мы раскроем факты, данные и признания, о которых редко говорят, причины, по которым лицо Тэхёна называют самым желанным мужским визуалом в мире, и влияние, которое уже вдохновило новое поколение айдолов. Досмотрите до конца, потому что в финале вы, возможно, будете удивлены и почувствуете желание оставить комментарий. Если вам нравится честный, смелый и основанный на фактах контент, не забудьте поставить лайк, написать свое мнение в комментариях, подписаться и включить уведомления, чтобы не пропускать самые свежие новости только на канале BTS Army. Сделайте глубокий вдох, потому что то, что вы сейчас увидите, это не пустая похвала, не дешевая фанатская война и не вирусная история без основания. Это факты, которые делают одних гордыми, а других злыми. Декабрь 2025 года. В момент, когда глобальная индустрия развлечений устала от мгновенных стандартов красоты, одно имя вызвало новый шок. Не из-за скандала, не из-за контроверсии, а из-за одной фразы, задевшей эго многих. Ким Тэхён – самое желанное мужское лицо среди мужчин. И эта фраза прозвучала не от фанатов, не из случайного опроса и, разумеется, не от сплетнического аккаунта. Это заявление сделал ведущий корейский пластический хирург, человек, который ежедневно работает с человеческими лицами, костными пропорциями, мышечным балансом и самыми строгими эстетическими стандартами Азии. Его имя – доктор Ли Кьон-Джон Мук, и с этого момента мир перестал быть спокойным. Речь шла о визуальном турнире, который невозможно было сфальсифицировать. В профессиональном форуме, позже названном «Турниром идеального визуального типа», доктор Ли Кьон-Джон Мук сделал то, на что редко решаются эстетические хирурги публично. Он собрал 32 мужских кей-поп-айдола из крупнейших групп BTS, Seventeen, Stray Kids, NCT и других элитных имен, не ради развлечения и не ради трендов, а для объективного анализа лиц на основе костной структуры, пропорций, мышечного баланса и психологической визуальной реакции. Один за другим они выбывали не из-за недостатка популярности и не из-за меньшей фан-базы, а потому что не соответствовали долгосрочной эстетической консистентности. И в финале осталось только одно имя – Ким Тэхён из BTS. Это был не эмоциональный выбор и не личный фаворит, а результат профессионального анализа. И именно здесь началась волна негодования. Речь шла не о красоте, речь шла о желании. Доктор Ли Кьон-Джон Мук не остановился на титуле, он объяснил нечто гораздо более чувствительное. Фотографии Ким Тэхёна чаще всего приносят в клинике не женщины, а мужчины, взрослые мужчины, мужчины с карьерой, мужчины с деньгами, мужчины, которые приходят не для того, чтобы выглядеть как айдол, а чтобы чувствовать себя увереннее в собственной коже. И именно здесь многие почувствовали себя задетыми, потому что Тэхёна воспринимают не просто как красивого мужчину, а как стандарт, к которому стремятся другие мужчины. Это не комплимент, это угроза старому мужскому эго. Золотое сечение, которое невозможно отрицать. Эстетические специалисты описывают лицо Ким Тэхёна как идеальную точку пересечения западной и восточной эстетики. Сильная линия челюсти без агрессии, пропорциональный нос с необращенной костью, глаза с эмоциональной глубиной, а не просто большие, пропорции лица близки к золотому сечению. Но то, что делает его уникальным, это не цифры, а баланс. Его лицо не требует внимания, оно притягивает его. И именно поэтому этот стандарт опасен для индустрии, его невозможно скопировать мгновенно.
Редко обсуждаемый психологический эффект. Почему мужчины приносят фотографии Ким Тэ-хёна в клинике? Не потому что хотят стать айдолами, а потому что его лицо излучает ауру, уверенность без высокомерия, мужественность без агрессии, спокойствие без потери харизмы. Это не о красоте, это о визуальном ощущении безопасности, и именно это заставляет многих чувствовать себя дискомфортно. Когда другие айдолы признают влияние, эффект не ограничивается клиниками, он проникает в следующее поколение. Ли Джан Киан, участник бойсбенда Эвани, честно сказал: «Это может быть слишком личным, но я всегда смотрю влоги СНБ Ким Тэ-хёна. Я не просто смотрю, я наблюдаю за его образом жизни. Когда я увидел, как он занимается спортом в свободное время, я тоже подумал, что должен начать тренироваться. Это не фанатское поведение, это эффект ролевой модели, когда молодой айдол чувствует мотивацию улучшить свою жизнь не из-за давления индустрии, а из-за личного вдохновения». Почему многие не готовы принять это? Потому что этот нарратив разрушает множество лжи. Лжи о том, что внешность — это только макияж, что стандарты можно купить, что мужская красота должна быть агрессивной. Ким Тэ-хён доказывает обратное. Он спокоен, он последователен, он не ищет валидации, и именно это делает его превосходящим других. Неприятный факт. Если вы чувствуете раздражение, читая это, не потому что это неправда, а потому что старые стандарты рушатся, и декабрь 2025 года стал их свидетелем. Теперь ваша очередь. Согласны ли вы с тем, что Ким Тэ-хён – самый эстетически влиятельный мужской визуал в кей-поп, или считаете это преувеличением? После всех фактов и данных, которые мы представили, вы согласны или нет? На канале BTS Army мы никого не заставляем верить, мы лишь показываем то, что подтверждено фактами, данными и надежными источниками. Разные мнения – это нормально, и ваш комментарий является частью дискуссии. Если вам понравился наш канал или сегодняшняя тема, не забудьте поставить лайк, написать свое мнение, подписаться и включить уведомления, чтобы не пропускать самые актуальные новости только на канале BTS Army. А если вам не понравилась эта новость, ничего страшного, вы всегда можете пройти мимо. До встречи в следующем видео.